Друзья, привет! Это видео со второй частью мастер-класса по вязанию Пикачу. Хотела его еще вчера выложить, но не успела. Вчера у меня был день рождения, и такой был очень активный день, поэтому просто не успела это сделать даже физически. Так что выкладываю сегодня, вяжите с удовольствием, и всего вам самого прекрасного. Так вот, пришила я ножки. Сейчас свяжем щечки и пришьем их. Красной пряжей просто делаем петельку и 2 воздушные петли, и в первую набираем 6 столбиков без накида. Это и будет наша щечка. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, соединительный столбик в следующую петельку. Ниточку обрезаем. Ее протянем на эту сторону, на изнаночную. И здесь нам нужно, я, по крайней мере, так делаю, эти 2 хвостика связывая. Обрезаю потом. Необычно еще иголочкой с ниткой, вот так вот их сюда в серединку собираю. Обычной иголкой с ниткой, тут еще их прихватываю, чтобы они у меня никуда не делись. Так, совсем чуть-чуть. Вот, вторую щечку вяжем точно так же, и нам нужно их пришить к мордочке. Вот здесь вот просто возле глазика. Просто по кругу проходим и прошиваем. В общем, тоже ничего сложного. Вот так вот по кругу пришили. И с этой стороны связали и пришили еще одну щечку. Вот щечки я пришила. Теперь сделаем вот этот вот ротик. Я просто зашла иголкой с ниткой. Хлопковая нить обычная подойдет, Yarn Art Jeans в 2 нити. Вот видите, я сделала. Вот так вот просто. В серединку. Вот так вот. Сделаем и эту ниточку туда-сюда еще заводим, чтобы она запуталась. Но лучше вот сюда вот сходить и где-то здесь завязать узелок.
Видите, там ничего не видно все равно. Ну и все. Ниточку обрезаем. И сейчас будем вязать хвостик. Вяжем желтым цветом. Делаем петельку. И набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Со второй петли от крючка начинаем вязать 6 столбиков без накида. Нам по цепочке нужно связать. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. В последнюю петельку по этой стороне делаем прибавку. Разворачиваемся и со следующей петельки начинаем вязать тоже 6 столбиков без накида до конца ряда. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Это был первый ряд. Теперь со второго по пятый ряд включительно будем вязать по 14 столбиков без накида. То есть у нас в ряду 14 столбиков, 14 петелек, и вяжем без изменений со второго по пятый ряд включительно. Вот смотрите, я провязала второй и третий ряд и выворачиваю вязание вот так вот. И вяжу еще 2 ряда, 4 и 5, тоже по 14 столбиков без накида. Так, смотрите, я провязала со 2 по 5 ряд, но посмотрела, что сильно оно широкое получается, поэтому один ряд распустила. Нужно не со 2 по 5 включительно провязать по 14 столбиков без накида, а со 2 по 4. То есть у нас всего 4 ряда сейчас должно быть провязано. Вот 1, 2, 3 и 4. 5 не будем провязывать. Тоже, если провязали, то распустите его, потому что сильно получается квадратный хвост, а нам нужно прямоугольный. Так, дальше в следующем ряду, это получается 5, вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Делаем воздушную петельку, разворачиваемся и вяжем 6 столбиков без накида. 5 и 6. Так, здесь момент, смотрите, у нас должны эти части примерно совпадать. Крючок убрать. Видите, вот эти части, то есть у вас не должно быть сильно там, что эта часть дальше провязана, чем это. То есть мы сейчас вывязываем вот эту вот часть уже, и она у нас должна совпадать. Так, 6 столбиков без накида я провязала, снова делаю воздушную петельку, разворачиваюсь и вяжу 3 столбика без накида. Это 1, 2, 3. Видите, дошли до этого момента. Теперь я делаю 3 воздушные петли. И со второй петли от крючка, уже по вот этим воздушным петлям, со второй петли от крючка провязываю 2 столбика без накида. Вот 1 и 2. Теперь мы как будто вот, видите, вот так вот мы провязали. Теперь мы как будто ее выворачиваем. То есть мы удлиняем сейчас наш хвост. Выворачиваем, разворачиваем так и вяжем еще
Вот эту часть нам нужно довязать. Это 1, 2, 3. Видите, у нас вот так вот получилось сейчас. Конечно, хвост немножко запутанный, но надеюсь, вы поймете. Вот так вот получился хвост. Теперь делаем снова воздушную петельку. Разворачиваемся и вяжем 11 столбиков без накида. Так, сейчас. Это я довязываю этот третий, тут сделала воздушную петельку, развернулась, и 11 столбиков без накида. Вот 1, 2, 3, по вот этой штуке вяжем, 4, так, 4. Давайте в эту крайнюю петельку провяжем 2 столбика без накида, вот так вот, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, тогда получается 12 столбиков без накида, потому что я вот здесь вот провязала, как прибавочку сделала, чтобы оно у нас не съеживалось. Так, провязали 12 столбиков без накида, сделали воздушную петельку, развернулись, и теперь еще один ряд просто провязываем вот это вот все. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, так, стоять, 9, 10, 11, 12. Снова делаем воздушную петельку, разворачиваемся и вяжем теперь. Вот видите, как должно получиться, смотрите. Вот такая вот штука. Разворачиваемся и вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сейчас посмотрим, 9 или 10. Ну, не, пусть будет 9. Не довязываем до конца. Делаем воздушную петельку. Разворачиваемся. И вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять же, вот так вот сложили. Нам нужно, чтобы эти части тоже шли примерно одинаково. Так, сложили, пойдет. Снова делаем воздушную петельку, разворачиваемся. И теперь черным провяжем 2 ряда. Уже заканчиваем хвост. Желтую ниточку пока не обрезаем. Провязываем черным еще 2 ряда. Потом завяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Воздушная петелька, разворот. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Такую, как воздушную петельку, снова ниточку обрезаем, черную. Вытягиваем, затягиваем. Нам ее нужно будет спрятать вовнутрь. Вот эта черная пряжа, это у меня, конечно, Ярнар Дольче. Она прям вообще очень по качеству нехорошая. Вот я ее сейчас тут привяжу. И потом расскажу, что мы делаем дальше. Так, смотрите, это я просто здесь прихватила обычной иголкой с ниткой вот этот край
черной пряжи, чтобы она у меня никуда не распустилась, никуда не делась. Теперь желтую отрезаем вот так вот, оставляем кончик. И сейчас мы этой желтой пряжей будем прошивать вот эти вот части. Вот видите, у нас сейчас такой хвост, а нам его нужно зашить полностью. Вот это, вот это, вот это, вот это. Что такая была штука. Можно это делать обычной иголкой с ниткой, можно делать вот сразу прям пряжей. И еще будем добавлять наполнитель. Черный кончик отсюда я тоже спрятала вовнутрь. Теперь просто две части вместе прошиваем. Наполнитель добавляем, но наполнителя много не нужно добавлять. Это так, просто немножечко, чисто чтобы держала форму. Просто две части нам нужно прошить. Не забываем про наполнитель, потому что потом его уже будет сложно просунуть туда вовнутрь. Поэтому сразу вот прошили немножко, добавили, прошили, добавили. Опять же, если у вас хвостик получился немного косой, вот как-то там что-то не туда, петелечки прошили, то сейчас можно это все исправить, когда уже прошиваете, сделать его более ровным. Когда прошиваете, просто немножко сместите туда-сюда и прошейте ровненько, и все, он выровняется. Угу. Ну вот так вот получается. Смотрите, какая красота. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Ниточка осталась, поэтому еще пройдусь здесь. Тут хочу еще соединить. Так, ну, в принципе, все. В принципе, все. Теперь будем хвостик пришивать
я это делаю с помощью обычной иголки с ниткой. Так, вот смотрите, как я пришила. Чтобы он держался, я пришила не только краешек, ну и здесь вот захватила еще эту часть, видите, чтобы он держался и никуда не падал. Точно так же и этот берем хвостик. Я обычную же иголочку с ниточкой сюда вставила, зашла. И вот так вот будем пришивать. Посерединке поставили. И пришиваем. Вот видите, если мы так пришиваем, то хвостик у нас не будет падать, а будет вот так вот отлично держаться. Вот такая вот красота получается. Вот смотрите, сколько, кстати, пряжи осталось. Больше, чем полмотка. Я вам специально сказала, что один моточек берите, потому что, судя по комментариям, многие прям ругаются, что я говорю неправильный расход пряжи, и им не хватает столько. Ну, разная плотность вязания. Поэтому такое может быть. Поэтому я и сказала, возьмите моточек пряжи. Мне вот хватило полмоточка, даже меньше. И вот такие вот Пикачу готовы. Я надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Как всегда, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Всего вам хорошего!